После того, как эти трубы вкручены в уголки тройники, нам нужно их между собой спаять. И вот при длине трубы 60 сантиметров или около того, одному это сделать нереально, потому что труба алюминиевая не гнется. И я это делал двумя паяльниками, вдвоем с товарищем. Вот с Серегой мы паяли, только так это получается. Одновременно с этой стороны и с этой стороны паяльник раз, соединяем и все спаиваем. В принципе, есть вариант делать вот эти трубы, не брать алюминий, не заморачиваться, а тоже из полипропилена. Но так как у меня они оставались девать некуда было, и, во-первых, во-вторых, сначала я думал без вот этих вот полок делать, только вот с боковыми стойками. Здесь вот такое укрепление было бы, и чтобы не прогибались под температурой. То есть при повышении температуры будет играть пластик, коэффициент расширения хороший там, и вот она мягчеет труба. И чтобы не было таких кракозябр, я выбрал алюминий. В принципе, если вы в таком виде, можно прямо полипропилен сюда 25 тянуть, или 20, кому как. И будет тоже неплохо. Для сушки обуви этого будет вполне достаточно. Единственное, что для удобства вот здесь вот кран Маевского, чтобы воздух не скапливался, либо который скапливающийся воздух поднимался наверх, вот в верхней точке его, чтобы можно было спустить. Цена вопроса небольшая, поэтому лучше поставить. После того, как спаяны секции, здесь 3, там внизу видно, что 4. Здесь она должна быть короче, потому что здесь будет кроссовок стоять, допустим, да, чтобы было куда воздуху подняться. А здесь можно вот пяткой в ту сторону ставить, чтобы по всей площади ботинка на обуви была горячая поверхность. Почему сделано вот так туда, а не напрямую сюда? Это сделано для того, чтобы была возможность вот эти полки протирать. То есть, когда мы будем сюда ставить, естественно, все это будет капать сюда, это нужно будет как-то приводить в порядок. И вот эта штука нам нужна для того, чтобы мы смогли вот так вот это снять. То есть, она вот идет в обход, вот туда вот идет в обход, соответственно, здесь подача, там внизу обратка, идет сюда теплоноситель по диагонали, потом сюда и по диагонали обратно выход, чтобы возле стены были выходы, провода либо трубы. И точно так же, когда протерли, обратно это все вставляем на место, раз, и все. Вот у нас полка готова. В принципе, почти готова вся эта конструкция, осталось только здесь немножко подрезать, чтобы поглубже садилась. Вот так в итоге выглядит подключенная сушилка для обуви. Значит, подключил я шлангом армированным. Пришлось садовым шлангом подключить, потому что гибкая подводка имеет очень маленький проход, условный проход. И, соответственно, циркуляционный насос давления не создает, и очень маленькое количество теплоносителя проходит. Здесь получается только вот эта вот горячая часть, а нижняя холодная. Здесь пришлось хомутами стянуть, естественно, все. Вот здесь на резьбе, здесь на соске, здесь тоже вот на резьбе. Не было у меня этих специальных соединителей для шлангов. Но, в принципе, все получилось достаточно просто. Здесь подача, здесь вот здесь труба. Подача — это концовка системы отопления. Здесь байпас, соответственно, радиатора. Ну, здесь тоже всегда течет теплоноситель. С байпаса выведена подача на сушилку. И обратка, соответственно, в обратку, в нижнюю. Здесь краны, здесь краны. Здесь, естественно, для того, чтобы можно было всегда систему отопления отключить от сушилки, снять сушилку, снять шланг. А здесь нужно для того, чтобы воду залить туда, закрыть и спокойно ставить. Потому что если пустую сушилку ставить, придется воздух из системы потом выгонять. Что касается температуры, ну вот, например, вот этот вот радиатор 42. Ну и сейчас посмотрим. Ну, показывает неправильно, он отсвечивает.
От алюминия он зеркальных поверхностей не любит. Ну вот здесь вот, допустим, посмотрим. На пластике 35. Здесь на входе 38. Ну, соответственно, все почти так же. Здесь вот посмотрим, допустим. Сорок с половиной. Вот, естественно, работает еще и как батарея. Здесь в данном случае мне только в плюс. По поводу соединений. Здесь соединения все пришлось залить эпоксидкой быстро сохнущей. Момент супер эпоксии называется. Потому что в двух соединениях подтеки были. Пришлось залить. Сейчас, ну вот, все нормально. Там никаких нету подтеков. Сохнет эпоксидка 4 часа. Твердеет она быстро, а максимальную прочность приобретает за 4 часа. Вот, собственно, и все. Вот берем обувь, ставим сюда и сушим. Вот таким образом.